Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Василя. В прошлом мастер-классе мы связали вот такую шапку. Ссылку на мастер-класс я оставлю в описании. А сегодня к ней свяжем митинги с анатомическим пальцем и с таким же узором, как на шапке. Размеры 18 сантиметров на 8. Митинги на обхват ладони 17-18 сантиметров. Они очень эластичные и хорошо тянутся. Для вязания нам понадобится пряжа Пихорка детский каприз теплый. Здесь у нас в 50 граммах 125 метров, 50% шерсть мериносовая и 50% фибра. Нам понадобится 1,5 мотка на митинги. Также крючок номер 4 и маркеры. Можно использовать просто булавки. Мы будем вязать на правую руку митингу. На экране я буду прописывать каждый ряд. На левую руку вяжется в обратном порядке. Но я обязательно в конце видео пропишу все ряды и количество петель. Также оставлю в описании. Все полотно у нас вяжется практически соединительными петлями, кроме вот этой части, где у нас идет узор. И особое внимание я обращаю на то, что соединительные столбики необходимо вязать не слишком туго. Вяжите более свободно, не затягивайте. Тогда полотно у вас будет мягкое и эластичное. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Нам необходимо набрать 41 воздушную петлю. Делаем петлю. Это первая будет, я ее не затягиваю. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. 41 воздушная петля. Вяжем первый ряд. Будем провязывать соединительными петлями. Туго их не вяжите, старайтесь вязать их более свободно. Вводим крючок во вторую петлю от крючка. Первая, во вторую вводим крючок, вытянули и протягиваем через петлю на крючке. Вот эту первую петлю можно отметить маркером. Я ее сейчас отмечу, чтобы вам в следующем ряду показать, что ее необходимо тоже провязать. Бывает, иногда она теряется. Далее провязываем следующую. Также вытягиваем через петлю на крючке. Всего в первом ряду должно получиться 40 соединительных петель. Провязываем до конца. Провязываю последние 2 петли. В конце всегда делаем 1 воздушную петлю. Переворачиваем и вяжем второй ряд. Все последующие ряды мы будем вязать, захватывая заднюю стенку петли. Также начинаем со второй петли от крючка. Первая, со второй. Снова провязываем соединительный столбик. Вяжите более свободно, не стягивайте. Также во втором ряду будет 40 столбиков. Осталось провязать 2 петли. И провязываем самую последнюю, вот которую я отмечала маркером. Если ее не отметить, допустим, для новичков будет не очень понятно, так как, провязав предпоследнюю петлю, можно подумать, что это была последняя. Здесь она как бы прячется, но ее нам необходимо провязывать, поэтому
если вяжете первый раз, то лучше всего отмечать крайние петельки маркерами. И в конце всегда крайние петли провязываем за обе стеночки. Таким образом. Также вытягиваем, провязываем соединительный столбик. Снова делаем одну воздушную петлю, перевернули, провязываем третий ряд, начинаем провязывать со второй петли от крючка. Провязываем также соединительные столбики. Крайнюю петлю вы можете всегда отмечать маркером. Я этого делать не буду, так как эту петельку я всегда провязываю, я уже ее вижу. Далее также за заднюю стеночку до конца провязываем 40 соединительных столбиков в третьем ряду. Провязываем в конце последние 2 петли и самую крайнюю провязываем за обе стеночки. Снова делаем одну воздушную петлю, и четвертый ряд у нас также повторяется. Провязываем 40 соединительных столбиков. Таким образом мы вяжем до 12 ряда. Как я вам говорила, не забывайте провязывать соединительные столбики более свободно. Если будете вязать туго, то вам будет тяжело заводить крючок по задней стеночке петли. Поэтому вяжите посвободнее. Если вы вяжете прям совсем уж туго, то можете взять крючочек побольше, на 4,5. Вот я провязала 12 рядов, в каждом ряду по 40 соединительных столбиков. В 13 ряду мы сейчас провяжем 28 столбиков и 12 петель не довязываем. Я отметила маркером здесь, отсчитываем 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В 12 ставим маркер. И сейчас мы будем провязывать до маркера. В конце, как всегда, делаем одну воздушную петлю, переворачиваем, со второй петли от крючка провязываем соединительные столбики. Вяжем до маркера 28 столбиков. Провязываю последний 28 столбик, где маркер, эту петлю мы уже не трогаем. Делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и вяжем в обратном порядке 14 ряд до конца. Провязываем также 28 столбиков. Первую пропустили, во вторую за заднюю стеночку. В конце также провязываем за обе стеночки полупетли. Одна воздушная петля, перевернули и вяжем 15 ряд. В 15 ряду у нас будет 25 соединительных столбиков. Мы не довяжем 3 петли. Также начинаем со второй петли от крючка. Не довязываем в конце 3 петли. Вот смотрите, вот здесь сбоку у нас есть такая перемычка. Вот идет 1, 2, 3 петли. Мне осталось провязать последнюю. Это 25 соединительный столбик. Далее делаем одну воздушную петлю, перевернули, вяжем 16 ряд. До конца провязываем 25 соединительных столбиков. Вяжем 17 ряд. Воздушная петля. В 17 ряду провязываем 22 столбика. Также снова не довязываем в конце 3 петли. В 17 ряду снова не довязываем 3 петли. Делаем воздушную петлю. Вяжем 18 ряд, провязываем до конца 22 столбика. Затем делаем одну воздушную петлю и провязываем 19 ряд, также не довязывая 3 петли.
В 19 ряду 19 соединительных столбиков, также не довязываем 3 петли. Провязываю последнюю. Далее снова 1 воздушная петля, переворачиваем и вяжем 20 ряд. Провязываем до конца 19 соединительных столбиков, в конце делаем 1 воздушную петлю и провязываем 21 ряд, также не довязывая 3 петли. Довязываем 21 ряд, 16 соединительных столбиков и в конце остаются 3 петли. 1, 2, 3. Делаем 1 воздушную петлю, перевернули и вяжем 22 ряд, провязываем до конца 16 соединительных столбиков. Вот так у вас должно получиться. Должно быть 1, 2, 3, 4, 5 ступенек. Сейчас будем провязывать 23 ряд. В 23 ряду будет 40 соединительных столбиков. Будем соединять все вот эти ступеньки. Провязываем 23 ряд, 1 воздушная петля. И также провязываем соединительные столбики за заднюю стеночку полупетли. Провязываем до ступеньки. Вот мы дошли до ступеньки. Мне осталось провязать 2 петли. И здесь у нас по бокам ступенек есть вот такие вот перемычки. Их даже видно. Вот они сбоку находятся. Сейчас я провяжу последние 2 петли. Теперь мы вводим крючок вот в эту перемычку. Вот она сбоку находится. И заводим крючок в следующую петлю. Вот снизу находится у нас следующая петля. Также за заднюю стеночку провязываем 1, 2 и 3 соединительный столбик. Далее снова идет перемычка. Захватываем перемычку и также провязываем 3 петли. 1, 2, 3. Снова под перемычку вытянули через петельки на крючке. И таким образом опускаемся вниз по всем ступенькам. Последняя перемычка. И здесь вот у нас установлен маркер, его можно уже убрать. Также за заднюю стеночку опускаемся вниз. И все, теперь до конца провязываем соединительные столбики. Вот так ровно мы соединили все ступеньки. Теперь мы будем провязывать 24 ряд и будем формировать палец. Снизу отсчитываем 25 петель, в 25-ю ставим маркер. Вяжем 24 ряд, воздушная петля, перевернули, вяжем 25 соединительных столбиков до маркера. Провязываем, где маркер, 25 соединительный столбик. Маркер здесь я не убираю, оставляю. Далее для пальчика набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее переворачиваем, вяжем 25 ряд, провязываем со 2 петли от крючка, провязываем 6 соединительных столбиков и далее оставшиеся 25 соединительных столбиков до конца. Получается всего 31 соединительный столбик. Провязываем соединительные столбики. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее 25 соединительных столбиков также за заднюю стеночку полупетли.
Довязали 25 ряд и теперь вяжем 26 ряд в обратном порядке. До конца провязываем 31 столбик. Воздушная петля, перевернули. Не забываем провязывать самый последний столбик за обе стеночки полупетли. Далее вяжем 27 ряд, провязываем вниз и не довязываем 11 петель. В 27 ряду не довязываем 11 петель, 1 воздушная петля и вяжем 28 ряд, провязываем до конца 20 соединительных петель. В 29 ряду провязываем вниз и здесь не довязываем 3 петли. Оставляем 3 петли, вяжем 30 ряд, провязываем до конца 17 соединительных столбиков. И должно получиться вот таким образом 2 ступеньки. Провязываем 30 ряд до конца, делаем воздушную петлю и провязываем 31 ряд до ступеньки. Мы их соберем и пойдем вниз. 31 ряд, провязываем все петли до конца. Здесь вот с края крайняя петелька иногда прячется. Вот она, перемычка. Заводим крючок под перемычку, опускаемся вниз и провязываем петельки на крючке. Также под перемычку в следующую петлю и до конца провязываем соединительные столбики. Это у нас 31 ряд, провязываем до конца и возвращаемся обратно наверх. 32 ряд, также провязываем 31 столбик. Вяжем 33 ряд и не довязываем до конца 9 петель. Провязываем 22 соединительных столбика. В конце оставляем 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее вяжем 34 ряд, делаем воздушную петлю, перевернули и до конца провязываем 22 столбика с накидом. Далее вяжем 35 ряд, провязываем 35 ряд до ступеньки. 35 ряд провязываем до конца, соединяем ступеньку, вводим крючок под перемычку и опускаемся вниз и провязываем до конца. Итак, мы провязали 35 ряд, здесь всего у нас 31 соединительный столбик. Далее, начиная с 36 ряда по 40 ряд, провязываем по 31 соединительный столбик. Провязываем далее самостоятельно. Я провязала 40 ряд, и сейчас мы будем вот так вот складывать. Здесь соединим пальчик и пойдем вниз. Теперь на что надо обратить внимание? Это на то, где у нас лицевая и изнаночная сторона. Вот идут вот такие вот галочки. Они смотрят вверх, это у нас лицевая сторона. С этой стороны смотрим, они смотрят вниз. Это изнаночная сторона. Складываем пальчик таким образом.
изнанкой вовнутрь. То есть вот она, лицевая сторона у нас. Итак, складываем пальчик пополам и смотрим. Здесь у нас с этой стороны до маркера 6 петель. Вот смотрите, здесь эти петельки видны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше идет маркер. Мы должны соединить эти 6 петель с 6 петлями с этой стороны. Здесь у нас первая находится, вот она. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы должны вот таким образом сейчас соединить. Находим здесь петлю крайнюю и вытягиваем вот эту петельку. Она у нас уже выходит с первой петли, поэтому вытягиваем петлю и считается, как бы первая петля уже провязана. Делаем одну воздушную петлю, далее вводим следующую, это у нас уже вторая петля с этой стороны. И здесь захватываем вторую петлю также за заднюю стеночку петли. И провязываем соединительный столбик в третью, четвертую, в пятую, и в последнюю, шестую. С этой стороны и здесь захватываем. Все, мы провязали здесь 6 петель. И далее оставшиеся петли до конца провязываем соединительными петлями. Также захватываем заднюю стеночку петли и вяжем. Вяжем 42 ряд. В конце делаем воздушную петлю и провязываем со второй петли от крючка также соединительные столбики. Провязываем их до места, где у нас идет соединение пальчика. Вот до сюда. Здесь у меня 25 петель. Провязываем. Вот я провязала до пальчика. Здесь у меня 25 петля. И теперь мы должны спуститься вниз и провязывать вверх, где у нас установлен маркер. Вот здесь у нас петля провязана, но мы сейчас вводим крючок за обе стеночки петли. Завели. И крючок сразу же заводим в следующую петлю, также за заднюю стеночку. Можно здесь подтянуть слегка. Заводим. И вытягиваем нить, протягивая через все петли на крючке. Вот таким образом мы делаем соединение здесь. И далее вводим крючок в следующую петлю и провязываем до конца соединительные столбики. Здесь у нас получается уже полный ряд, всего 40 соединительных столбиков. 43 ряд. Также делаем в конце воздушную петлю, со второй петли начинаем провязывать 18 соединительных столбиков. 44 ряд. Воздушная петля, переворачиваем и до конца провязываем 18 соединительных столбиков. Далее вяжем 45 ряд, провязываем до лесенки. Здесь мы сделаем дополнительно 3 столбика, то есть мы опустимся здесь вниз. 45 ряд, провязываем до лесенки. И здесь мы спускаемся вниз и провязываем 3 петли. Получается, в 45 ряду у нас уже будет 21 столбик. Также вводим крючок под перемычку
Провязываем первую, вторую и третью. Далее воздушная петля, перевернули и вяжем 46 ряд в обратном порядке, также 21 столбик. В конце делаем одну воздушную петлю, переворачиваем, возвращаемся назад, 47 ряд, и здесь также мы опустимся вниз на 3 петли. В 47 ряду также опускаемся вниз, вводим крючок под перемычку и провязываем 3 петли, первую, вторую и третью. Одна воздушная петля, и 48 ряд вяжем до конца, уже будет 24 столбика. В 49 ряду провязываете вниз 40 петель, здесь также опускаетесь вниз, довязываете до конца. 50 ряд возвращаетесь обратно наверх, также провязываете 40 петель. И встретимся с вами на 51 ряду. С 51 по 54 ряд у нас будет идти узор. Делаем воздушную петлю, вяжем 51 ряд. Вначале провязываем 2 соединительных столбика, первый и второй. Далее будем провязывать полустолбики с накидом и захватывать будем переднюю, затем заднюю полупетлю. Будем чередовать. Делаем накид, захватываем переднюю полупетлю, провязали все 3 петельки вместе. Далее накид, заднюю стеночку полупетли, все 3 петли провязываем вместе. Снова накид, переднюю стеночку, заднюю стеночку захватываем. Таким образом провязываем 25 петель. Чередуем, захватываем то переднюю, то заднюю стеночку полупетли. Провязываем последний полустолбик с накидом за заднюю стеночку полупетли. И до конца остается у нас 12 петель, провязываем соединительными петлями. 52 ряд. Вначале провязываем 12 соединительных столбиков, вяжем до узора. Вяжем узор, делаем накид на крючок и вначале провязываем за переднюю стенку полупетли. Снова накид за заднюю стенку. И так провязываем до конца, и в конце у нас останется 2 петельки, которые мы провязываем соединительными петлями. Последний полустолбик с накидом провязываем за заднюю стенку полупетли. И остается провязать 2 соединительных столбика. Первый и последний самый за обе стеночки. Вот у нас уже получается такой узор. Далее провязываем 53 ряд. Мы вяжем точно так же, как вязали 51. 2 соединительных столбика. Затем вяжем узор 25 петель и 12 соединительных столбика. И 54 ряд повторяем в обратном порядке. Вяжем его так же, как и 52 ряд. Я провязала 54 ряд. И далее с 55 по 62 ряд вяжем только соединительные столбики по всей длине, их будет по 40. То есть всего надо еще провязать 8 рядов с соединительными столбиками. Провязываем самостоятельно и далее уже будем сшивать митинку. Теперь будем сшивать митинку, складываем ее пополам, ниточку кладем вовнутрь, сшивать будем по лицевой стороне. Здесь с этой стороны находим петельки, вот они, вот сюда будем вводить крючок,
А с этой стороны, вот у нас идут косички, мы будем захватывать переднюю стенку петли. Заводим крючок в крайнюю петлю и вытягиваем петельку. Подтянули. Далее заводим, вначале с этой стороны мы заводим крючок под переднюю стенку петли. Затем находим следующую петлю с этой стороны, вытягиваем и протягиваем через все петли на крючке. Провязываем соединительный столбик. Далее снова с этой стороны под переднюю стенку. Здесь вытянули и провязываем. Таким образом вяжем до конца. В конце ниточку обрезаем, протягиваем через петлю, затянули. Вот такой у нас получается здесь шов. Точно такая же косичка, и шва здесь не видно. Кончик нити необходимо спрятать по изнаночной стороне. Можно взять крючок меньшего размера и спрятать под петельки. Итак, вот она, правая митинка. Мы ее начинали вязать вот отсюда, провязывали соединительные столбики, вывязывали пальчик и затем уже здесь узор. Левая митинка вяжется в обратном порядке. Также здесь начинается у нас ряды из соединительных столбиков. Вначале вывязывается узор, а затем уже пальчик и вот эта вот часть. Все ряды я пропишу, вы их увидите на экране, либо также в описании. Также хочу объяснить, если вы захотите митинку пошире, то вы можете в конце добавить несколько рядов. И также, где у нас пальчик, у нас здесь есть ряды полные, то есть мы где вяжем от начала до конца. Вот здесь у нас идут ступеньки, а вот есть ряды полные. Вот здесь вот также можете добавить пару рядов в одну сторону и в другую. Тогда пальчик будет пошире. И, соответственно, шире будет вот эта вот часть. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.